Привет! Сегодня я поделюсь с вами секретом урожайной, красивой, вкусной и сладкой клубники. Расскажу вам полный годовой цикл ухода за ягодой. Не переключайтесь, так как в конце вас ждет подарок. Схема, которую можно будет сохранить. Вы на канале «Делай дачу». Давайте к делу. Первое самое важное правило, которое необходимо клубнике, да и не только клубнике, а любому растению, это вода. Это постоянное поддержание влажности почвы на грядках, где сидит любая культура. Растения питаются растворами питательных и минеральных веществ. Растворяются они, естественно, в воде. Если почва сухая, растение питаться не может. И хоть закормитесь вы его самыми-самыми продвинутыми удобрениями, оно не сможет воспринять подкормки, если ему недостаточно влаги. Один из простейших приемов, который помогает сохранять влажность почвы под растениями, а еще помогает уберечь их от заболеваний грибковых, споры которых идут как раз-таки с почвы при поливе. Вода с частичками почвы брызгает на растения, и эти частички, соответственно, являются разносчиками заболеваний. Это мульчирование. Мульчирование может быть как абсолютно бесплатным, скошенной травой, так и покупными материалами. Например, костра льна – прекрасный материал для мульчирования, люцерна, солома и другие материалы. Мульча предохраняет почву от излишнего перегревания, излишнего испарения влаги, соответственно, она не пересыхает. Мы полили и замульчировали нашу клубничку. Переходим ко второму важному правилу. Во время цветения и завязи ягод клубника также начинает образовывать усы. И тратит она на это очень много сил. Для того, чтобы хватило сил на действительно крупные и вкусные ягоды, все усы во время цветения и плодоношения мы удаляем, не давая им вырасти и раскрыть из почек розетки. Делать это надо с периодичностью 3-5 по возможности дней. Но если вы будете делать это раз в неделю, в принципе, это тоже вполне достаточно. Для этих целей очень удобно использовать садовые ножницы. Такие варианты есть на всех известных маркетплейсах. Они служат мне уже не первый сезон. Эти были куплены в магазине «Светофор», если я не ошибаюсь, за 100 рублей. Не сегодня, оно прошло 30 лет назад. Наша клубника, дама, очень прожорливая, поэтому третье и важное правило – это своевременные подкормки клубники. Как только она вышла из зимы, мы ее чистим от всех старых больных листиков. Также мы продолжаем это делать, если вдруг листики такие появляются в течение года. Ничего страшного с этим не будет, гораздо страшнее, нежели они останутся на кусте и будут являться разносчиками этих заболеваний. К подкормкам. Ранней весной мы кормим азотными удобрениями для набора зеленой массы. Чем больше кустик наберет зелени, тем активнее будут процессы фотосинтеза, которыми он и кормит завязывающийся урожай. Азот – это настои навоза, помета, это зеленое удобрение. Осторожно с запахом, при доставании из пакета он может вас удивить. Ну, также, если вы вдруг не только за экологическое природное земледелие, но и пользуетесь минеральными удобрениями, это различные соединения аммония, сульфат аммония, мочевина и тому подобное. Следующий этап. Во время цветения, во время завязи бутонов нашей клубнике уже требуется калий.
Также требуется бор и различные микроэлементы для того, чтобы ягода набирала вкус, аромат и размер. Как раз у нас пришло это время. И чем мы будем подкармливать? Это биогумат, в составе которого идет гумат калия, микроэлементы, калий, фосфор, магний, медь и обязательно бор. Бор отвечает как раз-таки за завязываемость плодов. Цветет наша клубничка очень даже неплохо. Сейчас мы ее подкормим и будем надеяться, что все завяжется. Сюда же, пока не отходя от кассы, будем делать волшебную смесь. Это будет не только подкормка гуматом, но также в эту смесь мы будем добавлять препараты для борьбы с вредителями. Это долгоносик, трипсы, паутинный клещ и так далее. Это фитоверм, безопасный биологический препарат, который можно использовать в течение всего сезона и нужно использовать в течение сезона. Профилактические обработки делаются раз в 10-14 дней в составе баковых смесей. Гумат, фитоверм и от грибковых заболеваний препараты с содержанием сенной палочки. В данном случае у нас это аллерин и гомоир. Сейчас мы все это разведем по инструкции на упаковке в опрыскиватель и обработаем нашу клубничку. Почему я выбираю обработку по листу? Потому что у нас довольно сухо. Дождей давно не было. Полив дождевателем все-таки он не настолько глубоко промачивает почву. И листовой аппарат будет воспринимать подкормку в данном случае гораздо лучше, чем корни. Сейчас мы все замешаем в опрыскивателе и обработаем нашу клубнику. Обработку препаратами проводим поздно вечером, когда солнышко уже садится, и лед пчелок, шмелей и других наших садовых друзей, которые занимаются опылением нашей клубники, уже заканчивается. Сейчас мы обработали нашу клубничку, сделали одновременно и подкормку по листу, и обработку от болезней и вредителей. Защита нашей клубники от болезней и вредителей является 4-м правилом, но я еще не все договорила про подкормки. Поддержали для налива ягод. Дальше в мульчу мы можем добавить свежий перегной. Если мы будем мульчировать не сухой травой, а свежескошенной, она также будет перепревать и давать дополнительное питание. Дальше, когда наша клубничка уже плодоносит, она не просто уходит на отдых, она начинает формировать и завязывать цветочные почки урожая следующего сезона, который мы с вами будем получать уже в следующем году. Поэтому и полив, и подкормки, и уход за клубникой мы продолжаем весь сезон. После плодоношения продолжаем поливать нашу клубнику. И здесь уже подкармливать мы будем удобрениями с повышенным содержанием калия и фосфора. Фосфор отвечает комары. Кто клубничку любит поесть, а кто нас. Фосфор у нас отвечает за укрепление и формирование корневой системы растений. Нам это нужно для того, чтобы наша клубника хорошо питалась, а также удачно пережила зимние холода. Это про подкормки, про защиту от болезней и вредителей мы с вами поговорили, когда делали баковую смесь. Также наша клубника требует защиты от морозов. Для этого мы ее накрываем на зиму укрывным материалом. Ни в коем случае не пленкой, потому что под пленкой она выпревает. Укрывным материалом 60-кой в один слой вполне достаточно. Прекрасно, если зимой будет снег, это будет дополнительное утепление. Ну вот, если снега не будет, уже сложнее. Но обычно укрывного материала вполне достаточно. Также укрывной материал мы используем, когда ягодка начинает зреть, с
становится очень привлекательной для птиц. Но здесь уже мы используем укрывной материал 20-очку плотностью 20 грамм на метр квадратный. Ставим небольшие низкие дуги и натягиваем укрывной материал. Таким образом защищаем от болезней, вредителей и поедателей, кроме нас. Пятым и последним правилом является обновление посадок нашей клубники. В среднем для разных сортов срок жизни одного кустика клубники является 4 года. То есть где-то на 3-й год жизни грядки вашей клубники пора готовить, пора готовить посадочный материал. Что мы здесь будем делать? Конечно же, по правилам, от куста, от которого мы собираемся брать усы на размножение, нам надо отказаться от получения ягод. Но при должном уходе, по правилам, которые мы с вами уже сегодня обсудили, подкормки, поливы и поддержание жизненных сил клубники, по моему опыту, сил у нее хватает и на урожай, и на продолжение рода уже усами. Так как мы во время плодоношения все усы обрезали, и клубника собирала и пускала все свои силы на вкусный, сладкий и обильный урожай, после плодоношения мы обращаем внимание уже на выращивание новых молодых розеточек. У усика, который отрастает, идет первая почечка, и здесь будет формироваться первая розеточка. Вот это самый лучший посадочный материал. Из него вырастет розеточка на 2, 3, 4 листика. Для собственного удобства эту розеточку можно укоренять сразу в кассету или стаканчик с рыхлой, хорошей землей, а уже розеточку, которая пойдет от нее, удалять. Вот эти розеточки, детки первого порядка, и будут самым хорошим посадочным материалом для обновления вашего клубничника. Сегодня я подробно вам рассказала об уходе за клубникой, дала подробные схемы обработок, подкормок, рассказала о препаратах на любой бюджет и кошелек. Я надеюсь, вам стало все понятно. Если это не так, пишите в комментариях свои вопросы, я буду отвечать. Также, если вы хотите поделиться своим опытом выращивания клубники, какими-то техниками и приемами, пишите все в комментариях, будем все вместе собирать, учитывать, пробовать и делиться своими результатами. Делайте дачу вместе с нами, подписывайтесь, ставьте свои лайки и до скорых встреч!